В этом видео я продолжу посещать объекты финской оборонительной линии ВТ укрепрайона Ваммельсу, которые ограничены ее левым берегом, это речки, нынешней Черной речки, и железной дорогой Большая Приморка. Весной я был на правом берегу, исследовал его, а также левый берег, но за Большой Приморкой. А теперь я буду исследовать его до. То есть вот это вот место, если смотреть по современной карте. Итак, на старой карте этих сооружений видно, что их было очень много, видно вот здесь, но они множество были не построены, недостроены, что-то не успели финны построить. И вот здесь можно посмотреть точно, какое убежище, какие объекты были построены, а какие в проекте или даже нет сведений, не завершены. Например, какие-то даже были дерево-земляными, вот это вот номер 22, я его не нашел, дерево-земляным было. Какие-то объекты вот здесь вот на территории современного лагеря заброшенного, и поэтому туда не попасть, потому что он охраняется. Естественно, какие-то объекты уже снесены, но мне, тем не менее, удалось найти довольно такие интересные экземпляры. Вот здесь вот котлован под доты, здесь планировали строить доты, и я нашел даже котлован под них, очень это интересно. Ну и также у шоссе множество развалин, но там их столько много, что мне не удалось классифицировать, просто я запечатлел это на видео без присвоения номера. Так, вот эти объекты видны на современной карте, это Organic Maps, мобильное приложение, все убежища, пулеметные гнезда и так далее. Можно еще упомянуть, где я почерпнул эту информацию в книге Евгения Балашова и Ильи Шереметьева про линию ВТ. Здесь написано про каждые сектора обороны. Вот здесь сектор обороны Ваммельсу, как раз таки он строился пленными солдатами русскими. И здесь даже также даны интересные описания типов построек, которые я буду рассматривать в видео. Это убежище, их характеристика, команда наблюдательные пункты просто. Открытые позиции для противотанкового орудия бетонированные и пулеметные гнезда. И вот на другой интересной карте можно совместить со старой картой, и видно будет, где я ходил. И также в конце своего путешествия я прошелся по нескольким фундаментам одной части деревни Ваммельсу, которую я не посетил весной. Весной я закончил здесь посещать, на хуторе Ахокас, вот здесь перешел Большой Приморк и уже стемнело. А сейчас я допосетил все вот эти вот фундаменты бывшей большой деревни Ваммельсу. И также мне удалось найти в интернете имена жителей, людей, финнов, кто здесь жил под этими хуторами, под каждым хутором, кто жил. Ну, в общем-то, все. Я вхожу в укрепленный узел Ваммельсу и отправляюсь в противоположную сторону от Финского залива вдоль противотанковых надлоб в поисках еще неизведанных и не классифицированных сооружений линии ВТ. А вот и первая находка. Пулеметное гнездо 5-4 класса прочности с бронеколпаком. К-30009, если я правильно запомнил. Слышен звук птиц. Птицы улетают на юг. Вот они. Вот они летят. Всегда грустно от этого как-то. Вот объект буквально в 100 метрах от основной тучи объектов,
который обозначен на Викимапе уже 20 лет. А вот этот никто не знает про этот объект. Вот, пожалуйста, лестница. Прикольно. Да, как здорово. А этот объект нигде не обозначен. Такая вот красота. Так, а наверное, это, подождите-ка, не пулеметное гнездо, а убежище, наверное. Там много объектов этих типичных на финской карте обозначено, которая, ну, составлена из военного архива Финляндии, и поставлены этих объектов, и они друг к дружку плотно так прижаты. Короче, вот сооружение. Ничего себе, сколько здесь мусора. Конечно, о нем знают, но на картах оно нигде не обозначено. Такая вот красота. Типичное такое сооружение есть вон там вот ближе к заливу, к бульвару Корниш. Поэтому это нет. Я думаю, это не пулеметное гнездо. Но потом я обязательно это выясню и напишу, что же это точно такое. Ну да, типичное убежище, в принципе. Вот вход. Навехонькая. Сохранилось отлично. О, как. Я достаю фонарик. Итак, я вхожу. Судя по финской карте, это убежище 3007. Номер его. Я вхожу сюда первый раз в жизни. Убежище с вентиляционной трубой, по-моему. Такой же, который и там ближе к заливу находится. Да. Такая вот красота. Можно стать в полный рост. Типичное убежище. Оно не типичное, нет, оно типичное для вот этой местности. Здесь несколько таких убежищ есть. Сохранилось, конечно, уникально. Вот от этого убежища в сторону луга вот такой вот ход идет. Видно углубление и с двух сторон возвышение. Такая траншея или ход. Вон там красивый луг впереди. Вот я вышел на луг. И вот здесь вот на карте обозначено как раз таки пулеметное гнездо. Но его нету. Потому что многие объекты не были построены. Не успели финны их закончить. Недалеко от этого места я видел яму. Вот, и там такая яма, возможно, от снаряда. И там следы кабанов. Они там в водопое или что, или в грязи купались. А вот стопудово ихняя тропинка. Они здесь бегали. Вон там какая-то постройка. Нет, или просто бутылка висит. Вот еще ямище. Наверное, от снаряда. А, ну вот остатки от столбов, от забора. Здесь был чей-то участок, видимо, у того руинированного дома, который находится чуть ближе к бульвару Корниш.
Я сейчас иду искать следующее убежище. Судя по карте, я подошел к убежищу К-3010. 3010. Ну, вот и видно наглядно, что здесь хотели строить убежище, и осталась яма. Такая же прямоугольная, такой же формы, как и прошлое убежище, которое я видел. То есть такое же убежище здесь планировали строить, вот, но не успели. Вот, яма осталась. И самое главное, к ней вот траншея, подход к ней. Вот. Подход к этому убежищу. Здесь оно должно было быть. Сейчас здесь все завалено мусором. На краю луга находится это. Вырытая яма так и осталась. Здесь, судя по карте, должна быть открытая позиция противотанкового орудия 3011. Здесь вот яма такая небольшая и еловая аллея, очень даже красивая. Вот опять-таки столб валяется. Ну, ели здесь не старые, поэтому я не уверен, что это финские. Здесь начинается хороший лес. А вот здесь вот дальше, вот на этой поляне, планировалось построить еще несколько дотов. Но, судя по виду на местности, ничего так и не было построено. Вон там вот за котлованом под убежище я нашел, прям наступил, из-под мха извлек старинную миску какую-то и пара кирпичей. Остатков, обломков кирпичей. Сооружение 1-3 класса прочности с пулеметным орудием и бронеколпаком. Номер 1002. Вот здесь его планировали строить. Отрыли огромнейший котлован. И вот начало траншеи, к нему как бы подход. Вот я сейчас нахожусь в этом месте. Но так и ничего не было построено. Вот как уникально это видеть. Вот. Осознавать, да, что это яма финская. Загадочная финская яма. Вот еще рядом одна яма. Да, вот. Потому что я принял за дот, но хотя там еще одно подрисовано на карте, это вроде как дот. Ну, короче, вот здесь хотели это строить. И сейчас мы можем лицезреть лишь ямы. Вот еще одна яма. Тоже хотели строить, вырыли котлован. Финские солдаты. Да, вот еще одна траншея на подход к этому сооружению. Ну и вот все, что осталось от начатого строительства. Жалко, что пораньше не стали строить. Вот еще одна яма. Прошел я чуть дальше и увидел еще одну яму. Это, возможно, котлован под убежище 3012. Ну и вот рядом такой красивый лес. Недалеко от ям, от Тедоты. Здесь, конечно, хорошо с палаткой бы заночевать. Тихо, никого нет. И рядом море. Классно. Дров полно. После очередных кабаньих полян я вышел на тропинку. Второе убежище я также не нашел. И теперь я иду по красивой тропинке и сейчас пойду на ее правую сторону. Вдоль нее на финской карте еще расположено несколько сооружений. Попробую отыскать их. Я сошел с тропинки, теперь иду вдоль надолб. Очень красиво. Сейчас будет какая-то низина. Резкий обрыв.
низина. Кажется, помню этот обрыв. Здесь тоже что-то вроде планировали строить. Вот какой обрыв. Да, вот она, огромнейшая яма. Здесь планировали строить убежище, открытую позицию ПТО, пулеметное гнездо. Вот, короче, много всего. Вот здесь копали. Кирпичи там, по-моему, какие-то. А вот, кстати, что-то выкопали. О. Что же это такое? Рядом с обозначенным на карте сооружением 3030 мне показались остатки гранита, хотя здесь не обозначены противотанковые надолбы. И вот внизу вот это вот огромнейшая яма. Может быть, большой противотанковый ров, но одновременно место, где хотели что-то построить. Так, ну вот, да. Вот и я подошел к этому. Тому, что искал. Финское, наверное, убежище. Может быть, и пулеметное гнездо. Подорванное, взорванное. Значит, оно было построено, а может и недостроено. Ну вот оно здесь, да. Вот оно. Такая вот красота. Ну да. Да. Вот к нему ходы сообщений. Вот похоже на... Да, видите, вот короб. Это, скорее всего, пулеметное гнездо. Вот такая вот красота. Пулеметное гнездо с бронеколпаком. Ну или без него. Вот к нему много-много траншей. Так вот оно выглядит, взорванное. Траншеи, ходы сообщения к нему. Ну да, логично. Здесь построили пулеметное гнездо, а там внизу убежище хотели строить. Я набрел на загадочные руины. Недалеко от обозначенного убежища номер 12. Здесь на финской карте были обозначены дома. Возможно, это постройки пансионата Ман. Вот, пансионат Ман отмечен чуть ниже. Вот, но здесь тоже обозначены дома. Возможно, это что-то от пансионата осталось. Какой-то погреб или ледник. Его вот такой фундамент. Не фундамент, а... Ну да, фундамент. Я сейчас по ходам сообщений иду искать убежище. В принципе, можно и так и идти по этому ходу сообщений. Это меня все приведет в нужное русло. А вот, кстати, вот сюда вот ответвление пошло. И вот здесь, может быть, устраивали какую-то пулеметную точку в этом месте финны. Прямо за этими руинами опять идет огромнейшая длинная яма. Вот. Ну и здесь где-то обозначено убежище 13. Может быть, его так и не достроили, не построили, скорее всего. Вот. Ходы сообщения. Ну вот я опять с другой стороны вышел к яме. И вот здесь вот внизу показано убежище 12, по-моему, и пулеметное гнездо 13. Но я туда в яму не полезу. Там ничего нету. Я так думаю. Вот здесь это обозначено, да. Вот здесь хотели, видимо, строить. Огромнейший, просто такой огромнейший. Низкий рельеф. Ну и вот здесь, в принципе, целесообразно было бы строить какое-то пулеметное гнездо. Но ничего нету.
Вон там вот наверху я вот то пулеметное гнездо нашел. И вот там вот руины, фундамент погреба или дома. Вот так вот, короче. В принципе, есть еще вариант подняться туда, спуститься в яму и подняться. Я уже это не буду делать, тем более по карте там ничего нет. Но, возможно, и там они что-то построили. Потому что от карты бывает отклонение. Несколько десятков метров. Я отошел от огромнейшей низины и увидел на финской карте, кстати, что там обозначена вода. Так что там было какое-то затопление. Раньше там была вода. И это, видимо, не искусственное, хотя кто знает. Вот здесь я подошел к треугольничку. Это обозначен наблюдательный пункт. На противотанковые надолбы это не похоже. На ожерелье смерти. Но наблюдательный пункт тоже не очень смахивает. Под ногами вот это вот интересно, что такое. Это что-то здесь, по-моему, горело. Много вот этого. Что-то здесь такое произошло. Возможно, здесь был недостроенный наблюдательный пункт. Может, это остатки от дома или от постройки финской. Да, вот старые лепины, кстати, да-да-да. Да, теперь отчетливо виден фундамент. Вот он. Фундамент рядом с наблюдательным пунктом 193, который, скорее всего, и не построили. Старый лэп. Ну и вот фундамент. Вот здесь он хорошо виден. Да, так что был здесь дом, строение, постройка финская. Вот. Вот. Бетонные глыбы. Гранитные, точнее. Да, вот здесь был дом. Вот такая низина. И что-то было. Так, а вот я какую-то уперся проволоку. Не колючую, а обычную. Так вот. Я подошел к открытой позиции ПТО К-195. Находится она совсем рядом с дорогой. Ну, судя по финской карте, это именно открытая позиция ПТО. А так, может, даже это не она. Здесь рядом еще пулеметное гнездо обозначено и вроде бы убежище. Ну вот, такое сооружение. Взорвано. Можно посмотреть, что там внизу. Внутри. Такое там. Там вот за кустами уже дорога рядом. Я пришел к следующему объекту у дороги. Это будет, скорее всего, последний объект на этой правой части дороги. И это, скорее всего, убежище номер 188. А, кстати, вот мы видим вот это вот пулеметное гнездо. Скорее всего, там рядом, да-да-да, рядом обозначены были эти объекты на карте финской. Вон дорога. Да, ну и вот вон там вот убежище. Скорее всего, это открытая противотанковая позиция 190.
Вот. И вот рядом руины. Убежище, да? Да, вот такое убежище. Номер 188. А вот это пулеметное гнездо, скорее всего. Бетонное, да. Да. Вот. Бронеколпаком. Ну да, вот, направлено вот сюда, на южную сторону, чтобы обороняться, да. Вот оно, вот здесь вот стрелок засиживался и мог стрелять. Рядом убежище было. Такая вот красота. Либо открытое пулеметное гнездо номер 19, либо, по-моему, номер 189, обычное гнездо с бронеколпаком пулеметное. Вот так это выглядит красиво. И здесь обозначена еще позиция ПТО. Еще одна. Вот она где-то здесь. Да, из-за этих руин. Я вышел на дорогу, и вот можно видеть остатки еще одного сооружения. Все рядом с этим местом. В 2 шагах. Ну и что довольно-таки интересно, вот на другой стороне дороги. На финской карте не обозначено с левой стороны дороги. А здесь оно есть. Вот оно. Сооружение линии ВТ. Похоже на как раз таки противотанковую позицию ПТО. Может быть, ее просто переволокли, да, оттуда, вот она вот там была, ее сюда, когда взрывали, переволокли. Тем не менее, вот она вот здесь вот красуется. Вон там вот, если прямо и налево, будет памятник Леониду Андрееву и уже сгоревшая школа в Амельцу финская. А я иду сейчас на левую сторону шоссе и на, получается, левый берег Черной речки. Перешел я на другую сторону, и меня встречает большой-большой длинный окоп, который проходит мимо пулеметного гнезда номер 91, К-91, 5-4 класса прочности с бронеколпаком. Вот это пулеметное гнездо. Рядом обозначено, по-моему, убежище, поэтому это может быть и убежищем. Полностью взорвано и не очень понятно. Хотя по виду это все-таки, мне кажется, пулеметное гнездо, да. Да. Вот окопы, окопы, окопы. Хотя, может быть, и убежище. Вот это похоже на вход в него. Но на финской карте первым обозначено именно пулеметное гнездо. Да, для убежища, по-моему, оно маленькое, маловатенькое. Вот здесь окоп, траншея разветвляется. Часть идет туда, часть вот огибает. Сооружение идет дальше.
Так, а вот рядом находится другое сооружение. Совсем рядом, в 2 шагах. И я подразумеваю, что все-таки тогда вот это вот пулеметное гнездо было. Да, вот оно такое. Квадратной формы и небольшое. Да, вот оно. Ну а рядом с ним, через окоп, вот то, что я только что снимал. Это, наверное, убежище. Потому что обозначены они здесь рядом друг с другом. Вот я перехожу траншею, и вот то, что я только что снимал. Это, наверное, убежище было. То пулеметное гнездо. Трассы 2. Вот эти 2 сооружения в 20 метрах. И вот, что рядом накопали копатели здесь. А рядом с этим местом такая полянка. И вот. Это граната, я так понял. Да, граната. Вот снаряд. Вот. Такое барахлишко военное. И об этом все забыли. Память о войне, конечно, идет спустя столетия. Будет еще долго здесь лежать. Вот рядом с этими находками много кирпичей. Здесь что-то было такое интересное. Кирпичи без клейма. И вот это вот интересно. Что вот это такое здесь было. Может быть, какой-то фонтан. Стою я на месте финского хутора Лампула. А тот был хутор Юхола, где были кирпичи. Здесь был тоже финский дом. Вот я сейчас поднялся на него. Видно, что фундамент был, видимо, из необтесанных камней. Вот они рядом валяются. И иду я теперь к дороге, которая приведет меня к Черной речке. Заброшенная дорога. Чья-то миска. Так, вижу я большой котлован. И, судя по карте, здесь должно было быть убежище К-32. Вот, вместо него просто котлован под это убежище, видимо. Видимо, так. Другие постройки находятся, если верить OpenStreetMap, на базе отдыха ветеранов профтехобразования Серова. Вот так там подписано, но здесь только заброшки интересные такие. Сейчас пойду их исследовать. Надеюсь, здесь нету охраны и никого другого тоже нету. Кончил снимать, прошел 2 метра и наткнулся все-таки на предполагаемое убежище К-32. Вот оно какое красивое. Стоит. Все заросло, взорвано, и вон там вот не пройти. Да, вот здесь был спуск его. Ну и вот так вот. Туда направо был отворот, заворот и убежище, типичное убежище. О, даже написано ВЛК. Что такое ВЛК? Я предполагаю, что это Валкьярве. Строили солдаты, которые базировались в воинской части в Валкьярве. Вот, ну и оставили такое себе память. Классно, классно, ничего не скажешь. Я отрыл такую красоту. Здесь, конечно, полным-полно мусора. Ну, красота есть красота и история. Вот. Убежище К-32.
А то, значит, котлован под что-то другое. Вот подорванное убежище. Такое вот. Классно. Пришел я к пулеметному гнезду К3 или же к сооружению под номером 35. Это наблюдательный пункт, по-моему. Опять окопы и рядом с ними такая ямочка. И сразу понятно, что здесь что-то есть. А база эта, походу, полностью заброшена. Немного жутковато здесь в одиночку лазать. Да еще и без баллончика шок, который я оставил в велосипедной барсетке. Ну да ладно. Если что, возьму палку от собак. А вот финские ели. И опять птицы орут, летят на юг. Так, а вот это вот, может быть, бронеколпак, но, наверное, нет. Я врать не хочу. Я еще зеленый в этой теме. Ну, вот так вот это выглядит. Птицы опять. Вот они. Большая стая. Я вышел к Черной речке в Аммельсуньоке. Очень она красивая. Вот обрывистый, сильно обрывистый берег. Хотя там наверняка есть какая-то тоже тропинка, да. Потому что лес там пригодный. И вот здесь видно, что была дорожка, когда эта база существовала еще. Вот здесь так ярко, я подумал, что какой-то дым, пожар идет, если вот так вот, когда я подходил. А это речка такая. А здесь обозначено на карте 2 убежища с цифрами 34, но ничего здесь нету. Вот единственная траншея, окоп. А, так, подождите, а вот они. Да, вот. Вот. Финская постройка. Вот это вот кусок. Жалкий кусочек. Это часть убежища 34, да, верно. Вот она. Может, только начали строить. Вот, в общем-то. Вот полностью заброшенная база. Окоп. Все прямо рядом с домами. Надеюсь, здесь бомжи не живут. Да, непонятно. Какая-то часть от убежища. И все. Так, а вот более интересные детали. Вот бетонная часть, еще одна. Короче, вот здесь было убежище. Все, что осталось от него, возможно, я так предполагаю, это в грунт все просто очень сильно въелось, да, в землю. Ну вот, да, видны стены. Видны стены, все было взорвано. Вот это вот стены. Просто они под большим слоем мусора и земли. Вот такое вот убежище. 34. А вид на реку. И там люди, кстати, пикник устраивают. А, кстати, вот у них костерок. А вот дым и есть от них, только небольшой совсем.
Вот такая красивая речка. Красивая, прекрасивая. Слава богу, я на ее высоком берегу. Так, ну а я пока захожу в первый заброшенный дом. Следы. Короче, здесь жили бомжи. Да. Следы присутствуют. На песке. Песок и там следы. 2011 года календарик. Медиамаркт. Был такой магазинчик. Вот сколько следов. Чемпионат Европы 2008. 2002. Поклонники футбола здесь жили. Ну и алкаши, конечно. А это шкаф. Ленинград. Ничего себе, валенок Ленинград. Ой, точнее, резиновый сапог. Так, вот вторая часть этого дома. — 2007 год, обалдеть. Мое детство. Так, вот напротив этого дома второй дом. Вот дом, где я только что был. А мне больше интересна вот эта вот загадка. На финской карте здесь обозначен небольшой дом. Вот это его руины финского дома. Да. Так, ну или погреб. Погреб, скорее всего, да, финский погреб. Такой вот крутой, объемистый. Такая красота. Ну а я сейчас зайду в эту заброшку. Вот так вот, ничего интересного.
Офигеть, какая старая кола. Так, за домом другой дом. Этот выглядит, кстати, более цивильно. Вот здесь видна еле заметная тропинка. Страшно подумать, кто сюда ходил и зачем. Чего себе хата. Ну вот, здесь, в принципе, можно было спать алкашу какого-нибудь, хотя миллион раз круче с палаткой, просто палатку поставить, чем на этом спать. Ну да, здесь спали алкаши, бомжи. Так, а вот и главная дорога к этому санаторию. Вот главная дорога. Домики. Вот первый, в котором я был. Сарайчик. Вот кирпичные. О, кстати, сколько здесь малины летом. Наверное, из-за малины сюда и ходит. Да, малинник такой хороший. Ну все. Вот это вот сейчас будет последний дом. И я пойду дальше. Вдоль берега реки. Хотя вон там еще что-то торчит. Ну да ладно. Ну, короче, вот это какое-то хозяйственное помещение. Кухня, столовая или что-то еще. Я не буду заходить. Это вот туалет, наверное. Да, унитаз там валяется. Вот времяночка. Так, что там уже куклу вижу. Березовик. Аккуратно. Вот здесь жили. Да, здесь точно жили. Относительно не так давно. Ну-ка. Энергетик какого годен? С 24 до 25. Да. Свежий. Он еще даже не просроченный. Короче, вот здесь вот летом жили бомжи. Или до сих пор здесь ошатываются. Вот, вода питьевая. Дрова, если надо. Пол, конечно, шатается. Вот в самом дальнем углу домик, чтобы никто далеко-то никто не пойдет. И
вот как раз здесь жилое место, да. Ну все, я покидаю это все и ухожу дальше. Так, вот та заброшка, которую я посещал последний раз сейчас. И вот, судя по карте, я нахожусь прямо в открытой позиции ПТО номер 36. Но тут рядом еще и обозначено убежище. Ну, короче, вот, единственное финское, что я могу здесь увидеть. Торчащая арматура и вот что-то такое. Вот какие-то такие заплывшие руины. Вот эта часть финской постройки линии ВТ. Да, интересно, конечно. Такое вот маленькое и все. Ну, возможно, вот здесь вот тоже бетонные части, но они все под слоем земли. Вот, здесь такая земля. Скорее всего, да. Ну и почему я сюда пошел? Потому что это вершина. Потому что это на вершине. Ну вот. Еще одна часть, да, это получается, видимо, вход и выход. Значит, это, наверное, все-таки было убежище рядом стоявшее. Да. Вот, вход в убежище. Да уж. О, и опять-таки ВЛК. Гарнизон Волк-Ярове. Скорее всего. Вот траншея к этому месту. Ой. Так, это что? Подлинная доска. О. Короче, вот. Как там внутри. Я туда не полезу. Туда можно спуститься, человеческий рост. Ну, точнее, пролезть можно. Ну, вот там даже, наверное, можно туда в сторону. Да, наверное, там можно заглянуть. Но это обычное убежище. И я не хочу очень мараться. Грязно будет обратно забираться. Всегда нужно будет за что-то держаться. Я, конечно, заберусь, но еле-еле. Не полезу. Ну вот. Такая интересная штука. Совсем-совсем под землей она. Да. Так, что мы видим? Что я чуть не врезался в крюк. Очень острый. Нужно быть предельно осторожным. Здесь еще один крюк. Так, ну и я уже спустился, в принципе, сюда. Здесь очень-очень грязно. Вот какой-то артефакт. Блять. Да, потом отмываться придется. Пиздец. Вот я прям качусь. Опа. А зато здесь очень даже интересно. Ничего себе, ну вот, короче, и внутренности оказалось, в принципе, практически целое убежище. Хорошо, что я сюда залез. Нифига оно не замусоренное. Почти не замусоренное. Идеальное место, чтобы скрыться от апокалипсиса. Я стою здесь во весь рост. Высокие потолки здесь 2,30, наверное, в самой высокой части. Потом идет уменьшение. Вот его пытались взорвать, но, естественно,
качественная финская арматура выдержала. Ну и вон там вот уже свет той части, которую можно видеть с улицы. Стройка с другой стороны. В принципе, за вот эти вот крючья можно держаться, но подниматься тут только на коленках. Я сейчас стою на месте, где обозначено закрытое пулеметное железобетонное гнездо К-37. Также рядом открытая позиция ПТО К-36. Я вижу лишь прямоугольную такую яму. Здесь, скорее всего, вот это вот бетон финский. Вот красивый берег Черной речки. Красивый, точнее, вид с обрыва. Там даже дюны внизу. И вот еле заметная тропинка по высокому берегу идет. Такая вот штука здесь непонятная. Я спустился с горочки, на которой было убежище К-16, и передо мной раскинулся очень красивый вид на Черную речку. Здесь ее спокойное, неторопливое движение. Вот. Я сейчас пойду искать последнее убежище К-33. Вот это что-то вроде окопа или какой-то огневой точки земляной. Двигаясь к убежищу, я заметил какой-то странный колодец. Такой вот. На финских картах также здесь обозначено открытое железобетонное пулеметное гнездо под номером 92. Может быть, это оно и есть, не знаю. Вот такой вот. Бетон очень даже смахивает. И ровная как раз поверхность такая. Вот я иду поверху. А вот и убежище К-33. Финны его все-таки построили. Вот оно. Типичное, как и предыдущее. Также взорвано. Здесь даже не пробраться никак. И надписей никаких нету. Под плотным слоем земли убежище спрятано. Ну все, я сейчас выхожу к берегу Черной речки, иду берегом дальше прямо, мимо мест уже посещенных, до последнего убежища, которое я еще не посетил, около заброшенного пионерлагеря «Океан». Здесь красиво. Вода переливается. Классно. Тот берег очень высокий, где я весной исследовал убежище. Я почти подошел к убежищу 39, и здесь меня встречает опять-таки окоп, который тянется вдоль обрыва.
Здесь опять предстоит мне обрыв, и, судя по карте, убежище на той стороне. Какой-то вообще левый. А обрыв, спуск. Вон там вот канава. Вот, вон там вот большая канава. Ну и мне сейчас придется спуститься и потом опять подняться. Вот, и после расследования убежища я пойду вдоль речки. Вот этот ров, окоп. Я по нему сейчас иду. Ну и он меня выводит на спуск. Здесь такой, надеюсь, будет не крутой спуск, а плавненький. Вот даже тропинка появилась. Ага. Ну и вот там вот эта вот канава-ручеек, по-моему. Попробую ее сейчас перейти. Вот такой вот ручеек. И потом подъем. Там вот, наверное, убежище. Так, ну вот я подошел к последнему объекту. Убежищу К-39. Рядом с ним расположены еще закрытые пулеметные гнезда К-38 и К-40. Но их я не обнаружил. Вот такое убежище. Шалашиком сложилась крыша. Там песок дальше, и все. Прохода нет. Вот жалкие обломки от этого убежища. Остатки. Основательно оно, конечно, было подорвано. Но вот его, вот это его вход, да, вот он такой. И вот он красиво. Выглядит очень гладко. Гладкий железобетон. Мох пророс. Красиво. Ну, а я сейчас пойду вдоль реки. Потому что я еще не изведал эти места. А вот тоже здесь для кабанчиков рай. Следы мелких каких-то животных. А, ну и кабанчики, да. Следы кабанчиков такие. Вот. Ну вот окопы. Окопы. Ну и там уже пионерлагерь «Океан». Думаю, нет смысла искать участок Леонида Андреева, потому что там слишком большая протяженность лагеря. Как-нибудь в другой раз. Вот я иду вдоль окопа. И все, линия оборонительных сооружений здесь заканчивается на левом берегу речки Ваммельсун-Йоки, по ее течению, если смотреть. Ну вот, пожалуйста, еще набрел на что-то. Так, а если то я принял за убежище, то это тогда что? Нет, то значит закрытое пулеметное гнездо. А вот это как раз таки убежище. Опять птицы летят. Большой стаи летят. Ну вот. Вот уж точно последний объект. О, как сохранился. Хорошо, что я фонарик взял. Не снимал, точнее. А, нет. Сейчас бы улетел в воду. Сохранилось, но вода здесь. Вот остатки от... Ну не кровать, наверное, ящик под патроны вот это вот был. Ну вот так вот, в общем. Так, ну и отойдя от этого убежища или пулеметного гнезда закрытого, я наблюдаю расположенную на карте последнюю полосу надолб, совсем небольшая она обозначена. Вот они, несколько надолбов. Ну и проволочные заграждения тоже обозначены, они везде обозначены, но на деле их нету. Вот тропа, кстати,
Наверное, даже человеческое, а не животное. Вот, несколько надолбов. Ну и все, как бы, вот этот участок закрыт. Обороны. А, так, нет. Нет, не закрыт. Что-то там такое виднеется. А, вот забор до океана. Так, вот это вот что? Интересно. Интересно. Так, ну а это обломки очередного взорванного финского сооружения. На карте финской здесь нету ничего уже. Вот. Либо это в кучу сгрели, просто сюда в кучу скинули. Обломки вот убежищ, которые я вот только что посетил. Либо это что-то тоже построили. Ну, короче, вот. Жалкие обломки. Интересно. Да, и вон там еще. И вот здесь еще. Да. Вот такое тут скопление руин интересное. Ну и все, в принципе. Тогда уж точно все, я думаю. Блоки похожи вот с этой стороны, они похожи на советские. Кто знает. Я продолжаю изучать фундаменты финских домов в деревне Ваммельсу. И подошел к фундаменту дома хутора Мутамяки. Много всего здесь накопали люди. Кирпичи, как я и думал, Саввико. И рядом небольшая еловая аллея для защиты от морских ветров. А с другой стороны от еловой аллеи посажены дубы в ряд. Очень красиво. И теперь разрослись большие дубы. Около некогда существующего дома. Вот здесь за кустарниками уже железная дорога. Дом находится рядом с железной дорогой. Вот фундамент безымянного финского дома по дороге к 3 хуторам. Недалеко от Ваммельсу, от речки Черной, обозначены 3 безымянных хутора. Это вот один из домов, но это даже очень малюсенький дом был. Может быть, какой-то сарай. А хутора были дальше еще немного. Здесь очень плохой лес. Через эти кусты нужно пробираться. Очень плохой лес. Вот, тем не менее, я случайно вышел вот сюда. Вот этот фундамент выглядит так с другой стороны. Вот остатки фундамента одного из домов над долиной Черной речки. Другие фундаменты я не нашел, других хуторов двух. А здесь очень красивый вот пейзаж. Красиво. Добираться по бурелому очень тяжело до сюда. А вот с этой стороны, с которой я вот недавно шел, со стороны реки, очень даже хорошо. Еле заметная тропа сюда ведет.
Здесь красиво. Вот еще фундамент прослеживается. Вот он. Красивое было место на берегу уступа. Вот золотая осень, кстати. Как красиво. За железной дорогой на морской стороне располагается фундамент хутора Юхола. За ним начинается большой длинный овраг. И я сейчас прошел по большому полю. Это, видимо, поля этого хутора. Ну или спаханная земля, потому что на месте ее на финской карте тоже обозначены дома. Вот здесь вот. Вот раскопанные кем-то непонятные артефакты недалеко от фундамента. Я приблизился к следующему безымянному хутору между хутором Юхола и Ханнула. Здесь просто сейчас поле, и зато я нашел такие вот интересные артефакты, кем-то оставленные. Вот, кстати, опять птицы летят на юг. Очень красиво и одновременно печально. Интересные орнаменты, очень интересные. Их бы музей в какой. Красота. Совсем рядом с железной дорогой финская яблоня. И еще плодоносит. Вон там яблоня побольше и не плодоносит, а это плодоносит. Красиво. Так, ну и сейчас я иду к финскому шоссе, грубо говоря, широкой дороге, которая когда-то была широкой дорогой, а сейчас это полузаросшая дорога, которая используется лишь пешеходами. Я этой весной, получается, закончил вот здесь свое путешествие, да, и по этой дороге просто прошелся, потому что уже были сумерки. А сейчас я планирую там что-то найти, другие фундаменты, вот. Ну а здесь начиналась дорога, вот она. Отсюда выходила откуда-то. И вот здесь начиналось, видимо, по Нилу мы провели, да. Нилу мы провели. Сейчас пойду. Я подошел к фундаменту дома хутора Юннала. Рядом находится кружка. Не знаю, она финская или нет, но выглядит, конечно, вот так вот. Очень даже по-старому выглядит. Положу ее сюда.
такой вот был дом. Вот рядом с этим фундаментом, возможно, колодец был. Или погреб. Вот уложенные бревна. Наверное, колодец на поле. И вот там дальше обозначен еще какой-то дом. Попробую его найти. А вот этот фундамент, который не подписан, за хутором недалеко от ЖД. Скобы от дверных ручек. Петли точнее. Фундамент сильно зарос. И вот там идет даже дорога от основной дороги к этому полю. Дорога идет заброшенная, но тем не менее. А вот погреб, кстати, вот открытый такой. Вот так вот. Я подошел к фундаменту хутора Куджела. Фундамент так таковой здесь я не вижу. Он, скорее всего, находится под слоем травы, земли. Вот дорога основная, Финское шоссе. Ну, не шоссе. А вот еще какие-то части металлические. Вот эта дорога, которая была прям хорошей дорогой, обозначена на финских картах. Не как лесная дорога, а как прям автодорога для машин хорошая. Вот, и параллельно ней, получается, проложили ЛЭП. Сейчас. И вот остатки от хутора. Я стою на месте бывшего финского хутора Коппала. Фундамента дома мне не удалось найти. Зато я нашел нечто интересное. Я думаю, это финский колодец. Вот он. Видно, деревянная обшивка видна. Ну и все. И земля. Скорее всего, это был колодец этого хутора. Вот так вот. Ну и на месте дома, возможно, вот такие вот заросли сейчас. И вот просматривается дорога к основной дороге. Так, а вот я все-таки нашел, видимо, фундамент. Скорее всего, это он и есть. Вот еще какое-то подобие дороги прослеживается. Да, вот камень, фундамент. Я нашел фундамент. Еле-еле он виден. Рядом какой-то артефакт.